Всем привет! В этом видео я покажу защипы на новый лад. Классические защипы — это прямые складочки шириной 3 мм или 1 см, но есть и нестандартные варианты. Например, вот такие зубчатые складочки, похожие на чешую, тоже являются защипами. Смотрите видео до конца, я покажу несколько вариантов выполнения таких защипов. Для начала нужно расчертить шаблон. Удобно использовать бумагу в клетку. От нижнего края листа отступлю одну клеточку и потом еще две клетки и проведу линии. Далее через 3 клетки рисую зигзаг, соединяя эти две линии. Частота и высота зубчиков выбирается произвольно. Это может быть не 3 клетки, а 2, либо 4. Также в высоту может быть не 2 клетки, а гораздо больше. Вырезаю нарисованный шаблон. Если шаблон планируется использоваться многократно, то перенесите его на картон. Я буду выполнять образец. Справа будет проходить планка. С изнаночной стороны нужно прочертить складки. Ширина складки 2 см, 2, 2 и расстояние между ними полсантиметра. И так далее прочерчивать такое количество складок, которое подразумевается по задумке. Сверху отметить такие же расстояния и полученные точки соединить. Мой маркер слишком быстро исчезает, поэтому я использую ручку для наглядности. Отмечу галочкой середину складки. Именно к этим линиям я буду прикладывать шаблон. Прорисовываю первую складку. Шаблон прикладываю ровно к краю полочки. На второй складке шаблон нужно сместить ровно на половину зубчика. При такой раскладке защипы будут в форме чешуи. Третью складку прорисовываю как первую. И так далее рисунок будет чередоваться. Теперь сложу полочку по средней линии складки и зафиксирую булавками. Далее стачаю на машинке по нарисованному зигзагу. Ширина стежка 2 мм. Вот такой внешний вид складок с изнанки получился. И далее мне нужно срезать припуски, рассекая в уголках ткань. Следующим шагом все зубчики мне нужно вывернуть на лицевую сторону, а затем уголки отутюжить.
Ну вот уже красота получается. Теперь нужно зафиксировать каждую складку, отстрочив по линии. Эту линию видно, она просвечивает с изнанки. Я выполнила 5 складок, вы можете выполнять любое количество складок. И осталось оформить планку. Она может быть как цельнокраёная, так и приточная. Изнанка получается чистая, все некрасивости, срезы спрятаны внутри. Варьируя то больше, то меньше расстояние между складками, можно получить новые варианты защипов. Например, такие. В первом случае расстояние между складками 1 см, во втором случае 1,5 см. Смотрится тоже необычно и на клетчатой ткани. Но и это еще не все варианты. В новом варианте зубчики расположены не в шахматном порядке, а параллельны друг другу. Расстояние между складками 2 см. А если защипы нарисовать другой формы, например, прямоугольниками или волной, то получится новые красивые варианты декорирования блузки или платья. Хочу также показать, как выполнить еще один вариант на основе зубчатых защипов. От центральной линии я отложу в каждую сторону дважды по 1,5 см. Шаблон прикладываю к центральной линии, слегка смещая его в сторону, примерно на 2 мм, чтобы зубчики не прикасались к соседней линии. Вторую складку прорисовываю по шаблону в зеркальном отражении. Аналогично с первым случаем я складываю складочку и стачиваю по нарисованному контуру. Следующим шагом срезаю припуски, делаю насечки в уголках. Также выворачиваю зубчики, отутюживаю их, но на следующем шаге заутюживаю я их немного по-другому, в виде вот такой бантовой складки. Осталось сделать закрепки каждого элемента. Смотрите, как по-новому смотрятся фигурные защипы, хотя технология абсолютно одинаковая. Сзади также все зафиксировано, все некрасивости спрятаны внутри. Сейчас лето, все готовятся к школьному сезону. Пожалуйста, шейте своим девочкам блузки с такой красотой. Я буду рада и благодарна, если вы поставите лайк публикации, сохраните себе, сделайте репост. Также подписывайтесь на канал, впереди много интересного и полезного.